Привет, это Оля Ромашова. С начала войны по всей стране начали поджигать военкоматы, здания ФСБ, полиции, Росгвардии и администрации. Мы насчитали 34 таких случая. К концу лета поджоги почти сошли на нет, но 21 сентября Путин объявил мобилизацию, и по всей стране вновь полыхнуло. За 2 недели 24 поджога. С начала войны уже 58 атак. География нападений от Москвы и до Владивостока. Военкоматы горели в городах-миллионниках – Омск, Воронеж, Волгоград и в небольших поселках – Кыра, Пронск, Зубова Поляна. В Комсомольске-на-Амуре подожгли Росгвардию, а в Краснодаре и Нижнем Новгороде – здание ФСБ. Это делали совершенно разные люди – подростки, судимый неонацист, музыкант, бывший сельский учитель, крымский художник, разнорабочий. Власти долгие годы подавляли мирные протесты. Россиян, которые вышли на улицы после начала войны, тоже жестоко разогнали. Разумеется, несогласные никуда не делись, и пришло время одиночек. Первым поджигателем стал Кирилл Бутылин из Подмосковья. 27 февраля он отметил свой день рождения, ему исполнился 21 год, а на следующий день он закидал коктейлями Молотова в военкомат в Луховицах. Юноша записал нападение на GoPro-камеру и опубликовал антивоенный манифест. Пусть эти пидорасы знают, что собственный народ их ненавидит и будет их гасить. У них скоро земля начнет гореть под ногами, ад ждет и дома. После поджога он успел добраться до границы Литвы, но власти Беларуси поймали его и передали российским силовикам. Из отдела полиции Бутылин сбежал, выпрыгнув в окно. Вскоре его снова задержали. На этот раз юношу отправили в СИЗО. Сначала Бутылина обвинили в умышленном уничтожении имущества. По этой статье грозит до 5 лет колонии. Летом ему сильно ужесточили обвинения и вменили теракт. Это уже до 20 лет колонии. Такая же судьба постигла Дмитрия Лямина, который поджег военкомат в Шуе. Возможно, мы знаем не обо всех ужесточениях обвинения. В других случаях поджигателей сразу обвиняли в терроризме. Это началось в конце весны. Вероятно, тогда дело в свои руки взяла ФСБ. В мае в теракте обвинили крымского художника Богдана Зизу. Он облил администрацию Евпатории синей и желтой краской и кинул в здание коктейль Молотова. Художник записал нападение на видео и призвал следовать его примеру. После поимки силовики заставили Зизу извиниться на камеру. Хочу принести свои извинения перед крымчанами и перед жителями Евпатории. И готов понести наказание. В середине июня Игорь Паскарев в знак протеста против войны поджег здание Краснодарского управления ФСБ. Он не стал убегать и дождался, когда его задержат. Его сразу обвинили в терроризме. Я связалась с ним через адвоката. Игорь подчеркнул, что он простой человек, простой работяга, как и те, кто живет в Украине, и назвал обвинения в терроризме совершенно нелепыми. Число поджогов после начала мобилизации превысило 20, но мы пока знаем только о 5 задержанных. Что именно им вменяют, пока не ясно. Вот ультраправый активист Михаил Филатов. Он словно и не планировал скрываться. Михаил подогнал свою машину вплотную к военкомату в Урюпинске и закидал ее коктейлями Молотова. При этом пропаганда продолжает настаивать, что военкоматы поджигают только наркоманы, маргиналы, подростки, желающие подзаработать, и просто психи. Мы нашли всего пару случаев, когда задержанные говорили, что пошли на это ради денег или по заданию неких кураторов. И то есть сомнения, насколько эти показания добровольны. Только послушайте, как дает объяснение Андрей Алексеев из Владивостока. Разместил информацию в телеграм-канале о поиске работы. Мне написал некий пользователь Альберт с предложением совершить террористический акт в отношении военкомата города Владивостока. Данное предложение Альберта меня заинтересовало с точки зрения обогащения денежными средствами. 08.06.2022 года я совершил поджог. Мой террористический акт не был доведен до конца, и пожар был потушен. О содеянном раскаиваюсь и обещаю больше такого.
Возможно, власти сами верят в пропаганду, что военкоматы поджигают психически нестабильные элементы, завербованные иностранными спецслужбами. И пока они в это верят и ловят поджигателей-одиночек вместо прекращения войны и отмены мобилизации, вероятно, военкоматы продолжат гореть.